Представьте, что вы королева. Вы молоды, красивы и только что избавились от мужа, который превратил вашу жизнь в ад. Но есть нюанс. Его не просто не стало, его дом взлетел на воздух, а самого его нашли задушенным в саду. Вся страна знает имя убийцы, и этот убийца – ваш единственный верный союзник. Если вы его казните, вы останетесь одна против стаи волков. Если вы выйдете за него, мир назовет вас соучастницей. 10 февраля 1567 года. Шотландия. Время делать ход, который либо спасет трон, либо приведет к эшафоту. А пока вы думаете, я напомню. В этой истории нет невиновных. Давайте посмотрим, как Мария Стюарт начала свою игру в ва-банк. Друзья мои, очень часто можно услышать: Мария – жертва. Ее предали, ее подставили, вокруг одни злодеи. И прежде чем мы продолжим, давайте называть вещи своими именами. Все, что произошло с Марией Стюарт, она создавала своими собственными руками. Давайте просто пройдемся по фактам. Мария 6 дней от роду законная королева Шотландии, но она не правит, она живет и воспитывается во Франции при самом блестящем дворе Европы. Она выходит замуж за французского дофина, становится королевой Франции и при этом абсолютно плюет на свою страну. Она возвращается в Шотландию только тогда, когда ее оттуда, из Франции, по сути, выгнали. А все это время страной управлял ее сводный брат Джеймс Стюарт, граф Морей. Незаконно рожденный сын ее отца, но человек, который действительно умел править, хороший политик, прагматик и, давайте будем справедливы, человек, который поначалу был ее правой рукой. И вот тут важный момент. Прежде чем мы назовем Морея предателем и злодеем, давайте вспомним, что именно он отговаривал Марию от ее дурацкого брака с Дарнли. Все отговаривали, абсолютно все, кроме самой Марии, видели, что это за человек, что это алкоголик, бабник, дурак и пустышка, что его нельзя подпускать к трону. Но Мария никого не послушала. Она сама повела его к алтарю, сама еще до свадьбы дала ему корону, сама спасала его, ссорилась с лордами, воевала против собственного брата. Никто насильно ее к алтарю не тащил. А теперь сравните. На соседнем троне сидит Елизавета, женщина, которая тоже могла выйти замуж по любви. Но она выбрала другое. Она принимала мудрое решение, вместо того, чтобы выходить замуж за кого попало. Мария же вышла именно за кого попало. Идем дальше. Еще живя во Франции, еще будучи марионеткой в руках своих дядьев-гизов, Мария громогласно называла себя королевой Англии. Она настроила против себя Елизавету. Тогда, когда у нее даже не было реальной власти, она настроила против себя Екатерину Медичи, открыто унижая ее при французском дворе. Приехав в Шотландию, вместо того, чтобы учиться править, она заскучала и выскочила замуж за Дарнли. А когда поняла, что совершила ошибку, просто влюбилась в другого. А старый муж... старого мужа в итоге убили. И когда мне говорят: Мария не знала, ее подставили, давайте будем честными. За час до взрыва Мария была в гостях у мужа. Она сидела у его постели, она целовала его, она создавала себе алиби. Может быть, она не хотела знать деталей, может быть, она предпочла закрывать глаза. Но не знать. В мире королей не знать значит быть соучастницей. Она просто позволила этому случиться, потому что в ее сердце уже разгорелся новый пожар. Итак, зафиксируем еще раз наши фигуры на доске. Убийца – это человек, в которого Мария влюбилась, ради которого она опять совершала безумство, скакала на конях, болела, выхаживала его. Джеймс Хепберн, граф Ботвелл. Второй игрок – Джеймс Стюарт, граф Морей. Брат, которого она то отталкивала, то приближала. Бывший регент, который уже управлял Шотландией и знает, как это делается. Политик до мозга костей. Он хочет власти, и он ее получит, когда Мария оступится. Третий – маленький Яков, наследник, которому всего несколько месяцев от роду. Ребенок, вокруг которого теперь все будет вертеться. И четвертое – сама Мария. Женщина настолько импульсивная, настолько живущая эмоциями, что она своими руками загнала себя в угол. У нее больше нет союзников. Муж убит, и все пальцы указывают на нее и на Ботвелла.
И брат, который был когда-то опорой, теперь смотрит холодным взглядом и ждет. У Марии нет выхода. Вернее, выход, конечно, есть, но он ведет в пропасть. А вот так, друзья мои, не предатели ее сгубили, не злодеи. Она сама шаг за шагом выстроила эту конструкцию. А теперь эта же конструкция и рушится. Друзья мои, внимание! Сейчас я расскажу вам, как королева может потерять все за 60 дней. Хроника падения. Инструкция по применению. Настоятельно прошу, не пытайтесь повторить это дома. Включаем режим независимого следствия. Поехали. Напомню. Ранним утром в пригороде Эдинбурга в местечке Керк-оф-Филд находят тело короля. Без единой царапины. Задушен. Дом, в котором он ночевал, взорван, слуги погребены под завалами, а наш король чистенький и аккуратненький лежит под грушевым деревом в саду, как будто кто-то специально выложил его на показ, мол, смотрите, вот он. То есть, по версии заговорщиков, человек пережил направленный взрыв нескольких бочек пороха, вылетел в окно, аккуратно приземлился под дерево и задушился. Итак, шаг первый. Театральный мрак королевы. Что делает Мария, узнав о жестоком убийстве мужа? Как и положено, по этикету она объявляет глубокую скорбь. Окна дворца наглухо занавешивают черной тканью, двери запираются, и королева сидит в абсолютной темноте. Но скорбь это пахло фальшью. Вместо того, чтобы перевернуть Шотландию вверх дном в поисках убийц, Мария погружается в странную, пугающую пассивность. И вот он шаг второй. Русалка и заяц. Народ Дарнли, мягко говоря, не обожал. Он был капризным, наглым и успел незрядно всем надоесть. Но высокая политика – это не про личные симпатии, это про правила игры. Нельзя просто так взорвать короля и сделать вид, что ничего не произошло. Люди не поверили ни одному вздоху Марии. Всем было прекрасно известно, кто крутился у дома с порохом. Конечно, это был граф Ботвелл. В Эдинбурге начинается настоящая партизанская информвойна. По ночам на дверях церквей и ратуши неизвестные расклеивают карикатуры. Самая знаменитая изображала Марию в виде обнаженной русалки. А в культуре XVI века это был прямой синоним сирены и проститутки, которая губит мужчин. А еще Ботвелла изображали в виде зайца, символ похоти и деталь его родового герба. А по ночам по улицам ходил крикун, выкрикивая «Короля убил Ботвелл» с молчаливого согласия русалки. И теперь шаг третий. Похороны в стиле спецопераций. Ночь на 14 февраля. Всего через 4 дня после убийства Марии нужно было избавиться от тела. И тут она совершает непоправимый шаг. Вместо пышных официальных королевских похорон при дневном свете с лордами и послами, как требовал статус покойного, Дарнли хоронят глубокой ночью тайно. Мария на похороны вообще не является, мол, денег пожалела, да и религиозных споров побоялась. Но народ-то не глупый. В Эдинбурге сразу поняли. Короля зарыли во тьме, как собаку, только ради одного, чтобы никто не увидел синяков на его шее. Труп спрятали в землю, а вместе с ним закопали и остатки чести королевы. А четвертый шаг мы назовем «Гольф на лужайке». 16 февраля, нарушая все мыслимые законы 40-дневного королевского траура, Мария заявляет, что в Эдинбурге ей душно, и уезжает в загородный замок Сеттон. К слову, замок принадлежал близкому другу Ботвелла. Именно туда прибывают шокированные иностранные послы. Что они видят? Королева, чей муж не пролежал в могиле и 2 дней, весело играет в гольф на лужайке, стреляет из лука и принимает ухаживание главного подозреваемого графа Ботвелла. Он не просто на свободе, он неотлучно находится рядом с ней, пока отец Дарнли, старый граф Леннокс, буквально заливается слезами в своих письмах, умоляя Марию арестовать убийцу его сына. Шаг 5. Привет от подруг. Европа наблюдала за этим позором, затаив дыхание. В марте Марии прилетают 2 письма. Елизавета Тюдор из Англии пишет ей, как прагматичный политик: «Мария, ради вашей же чести откройте глаза и арестуйте Ботвелла. Весь мир уже тычет в вас пальцем». Елизавете было плевать на Дарнли, но ей было важно показать, что она на стороне закона.
А вот вишенкой на этом тухлом торте стало письмо от Екатерины Медичи из Франции. Великая Флорентийка прислала жесткий ультиматум. Если Ботвелл не будет казнен, Франция разрывает с Шотландией вековой союз. Зачем это Екатерине? Тут сошлись бизнес и личная месть. Во-первых, Екатерина Медичи защищала честь королевского мундира. Нельзя создавать прецедент, где короли безнаказанно взрывают в спальнях. А во-вторых, Медичи никогда ничего не забывала. Помните, как они дружили в Париже? А что же в это время делал ее любящий сводный брат граф Морей? Пока вокруг Марии сжималось кольцо, Морей показал мастер-класс по выживанию. За день до взрыва он внезапно уехал к больной жене. А в начале апреля Морей скромно вздохнул, умыл руки и уплыл в отпуск во Францию. Он демонстративно остался с чистыми руками, отойдя в сторону, чтобы Мария сама до основания разрушила свою жизнь. Итак, 60 дней подходят к концу. На календаре середина апреля. Мария Стюарт осталась в абсолютном одиночестве, под руку с убийцей своего мужа, ненавидимая собственным народом и проклятая Европой. Как вы понимаете, к середине апреля Марию Стюарт окончательно загнали в угол. Старый граф Леннокс, несчастный отец задушенного Дарнли, буквально засыпал Королевский совет официальными исками, требуя возмездия, и из Европы летел гул международного осуждения. Просто отмолчаться во дворце уже не получалось. Марии срочно потребовался суд. Но, как вы прекрасно понимаете, не для того, чтобы найти истину, а с одной единственной целью – юридически отмыть и оправдать своего фаворита Ботвелла. А знаете, когда я детально разбираю то, что происходило в Эдинбурге в эти дни, у меня стираются границы эпох. И я скажу вам честно, на человеческом языке это называется одним простым и емким словом – беспредел. Давайте на минуту забудем, какой век на календаре, 16 или 21. Мы можем по-разному относиться к Дарнли. Он был редким подлецом, капризным эгоистом и видит Бог. Если бы у него самого была возможность или хватило ума, он бы первый взорвал Марию в ее спальне. Но мы сейчас говорим не о личных обидах, а о государстве. Поведение Марии в этой ситуации показывает, что она проявила себя как абсолютно пустоголовая женщина. Прошу прощения, но другого слова я подобрать не могу, потому что нельзя, будучи помазанной королевой, допускать такое. Не думайте, что 16 век – это дикое время, где все бегали с топорами. Нет, суды работали, законы чтились, и люди от лордов до обычных горожан искренне хотели нормальной, законной справедливости. А Мария легким движением руки превратила высший трибунал страны в дешевую бандитскую разборку. Она растоптала саму суть королевского правосудия, окончательно опустив свой статус. И вот теперь судите сами, как именно разыгрывался этот цирк. Суд назначили на 12 апреля 1567 года в Эдинбурге. Ботвелл подошел к делу с размахом. Он явился на суд не с адвокатами, а с армией. Он привел в Эдинбург 4000 вооруженных до зубов шотландских хайлендеров, горцев и наемников. Они полностью оккупировали улицы, выставили свои посты у здания суда и ласково похлопывали по рукояткам палашей каждого, кто пытался пройти внутрь. В состав коллегии присяжных, а это были шотландские лорды, вошли либо близкие друзья Ботвелла, либо люди, которые, глядя в окно на 4000 боевиков, очень хотели дожить до вечера. Главным обвинителем в суде должен был выступить отец Дарнли, граф Леннокс. Он честно выехал в Эдинбург, но на полпути его соглядатаи доложили: «Милорд, в городе люди Ботвелла. Если вы зайдете в зал суда, живым вы оттуда не выйдете». Леннокс в ужасе развернул карету и сбежал на безопасное расстояние, прислав вместо себя адвоката с запиской: «Я не могу приехать, потому что меня убьют. Прошу перенести суд». Судьи прошение Леннокса о переносе отклонили. Раз главный обвинитель лично не явился и улик не представил, значит, обвинять не за что. Свидетели, естественно, тоже внезапно потеряли память. Процесс завершился за 5 минут. Присяжные единогласно вынесли вердикт: Джеймс Хепберн, граф Ботвелл, полностью оправдан ввиду отсутствия доказательств. Ну а дальше произошло то, что войдет в историю как Бонд в таверне Айнсли.
Случилось это 19 апреля 1567 года, всего через неделю после суда. И это была классическая криминальная спецоперация, где смешались три фактора: море бесплатного алкоголя, вооруженный шантаж и стадный инстинкт. Давайте разберем этот фантастический абсурд пошагово. Лорды совершенно не были за Ботвелла, но Ботвелл переиграл их на их же поле. Спустя неделю после своего оправдания Ботвелл созывает всех ведущих шотландских лордов и католиков, и протестантов на грандиозный банкет в самую известную таверну Эдинбурга, господину Айнсли. Повод благородный. Друзья, давайте обмоем мое честное имя и отпразднуем победу правосудия. Ботвелл не поскупился. Столы ломились от дичи, а дорогое французское вино лилось буквально реками. Шотландские лорды выпить любили, а за чужой счет любили вдвойне. К полуночи большинство гостей уже с трудом фокусировали взгляд и слабо соображали, где они находятся. И вот, когда градус веселья достиг пика, атмосфера резко изменилась. Двери таверны заперли изнутри. Лорды, подошедшие к окнам подышать воздухом, обнаружили, что вся таверна по периметру плотно окружена 2 сотнями вооруженных до зубов наемников. К этому моменту трезветь начали все и сразу. Ботвелл недвусмысленно дал понять: из этой таверны живыми выйдут только те, кто умеет хорошо и быстро писать. Ботвелл достает длинный свиток. Текст там был составлен заранее и содержал 2 главных пункта. Мы, ниже подписавшиеся, клянемся, что граф Ботвелл чист перед законом, а все обвинения в убийстве Дарли – гнусная клевета. Поскольку наша королева осталась одна-денешенька в это тяжелое время, ей нужен крепкий, сильный шотландский муж, способный держать узду власти. И мы единогласно рекомендуем ей в мужья, барабанная дробь, кого бы вы думали? Правильно, графа Ботвелла, конечно. Более того, мы клянемся двинуть свои армии против любого, кто посмеет оспорить этот брак. Лорды были в ужасе. Подписать это значит стать соучастниками. Но Ботвелл применил гениальный психологический трюк. Первыми бумагу подписали несколько лордов, которых он заранее купил. Когда остальные лорды, даже те, кто ненавидел Ботвелла, увидел, что первые лица королевства ставят свои подписи, у них включился банальный страх за собственную шкуру. Если я сейчас откажусь, меня пристрелят прямо здесь в трактире. Если я откажусь, а они подпишут, завтра Ботвелл станет королем, и я первый пойду на плаху, как враг короны. В итоге сработал эффект домино. Пьяные, напуганные, прижатые к стене штыками лорды один за другим потянулись к перу. Свои подписи поставили 8 епископов, 9 графов и 7 баронов. Подписали даже те, кто через месяц поднимет против Ботвелла восстание. Друзья мои, прежде чем мы продолжим и расскажем вам, как именно поженились Мария Стюарт и граф Ботвелл, давайте сначала расставим все точки над «и». Давайте подойдем к этому делу, как мы с вами любим, как профессиональные следователи. У любого здравомыслящего человека на этом этапе возникает 2 логических вопроса. Зачем вообще нужна была эта трактирная бумага, если Мария и так была по уши влюблена в Ботвелла и хотела быть с ним? Знала ли королева, каким именно бандитским способом ее любовник добыл эту рекомендацию от лордов? Или она правда сидела в уголке и ничего не подозревала? Давайте вскроем материалы дела. Вопрос номер 1. Зачем ломать комедию с бумагой? Ответ прост. Марии нужно было железобетонное политическое алиби. При всей своей слепой влюбленности и, простите, очевидной глупости в вопросах власти, Мария Стюарт все же понимала, если она просто так посреди Эдинбурга объявит о свадьбе с главным подозреваемым в убийстве ее мужа, ее просто разорвут на куски. Поэтому трактирный манифест Ботвелла был нужен не для Шотландии, а для внешнего мира. Это была стратегическая ширма. С этой бумагой Мария могла выйти к иностранным послам, картинно вздохнуть и сказать: «Посмотрите, я несчастная вдова, я не хотела этого брака, но вся шотландская знать, и католики, и протестанты буквально умоляют меня выйти замуж за графа Ботвелла ради спасения государства. Я просто подчиняюсь воле своего народа». План был в том, чтобы полностью снять с себя вину. И вопрос номер 2. Романтический. Существует очень красивая сопливая версия, которую веками продвигают защитники Марии. Дескать, она была невинная овечка, которую никто не пасет. Она таяла, как свечка, и в ожидании, кто ее спасет, молилась в уголке, горько плакала и знать не знала, какие козни строит этот шотландский дикарь Ботвелл.
Так вот, друзья, это чушь собачья. Мы на этом канале не являемся ни судьями Марии, ни ее адвокатами. Мы просто смотрим на факты со стороны и хотим докопаться до сути. А суть сурова. Королева все прекрасно знала. Ни в каком уголке она не плакала. Она была полноценной соучастницей этого заговора от первого до последнего акта. И у нас, как у следователей, есть прямая и главная улика – знаменитый серебряный ларчик, внутри которого обнаружили письма и сонеты Марии, адресованные Ботвеллу. Что говорят защитники королевы? Веками они кричат, что эти письма стопроцентная фальшивка, сфабрикованная ее сводным братом Мореем, чтобы очернить святую католическую мученицу. Что говорит независимая экспертиза? Большинство современных историков и криминалистов сходятся во мнении – письма настоящие. Слишком уж детально там передан уникальный психологический портрет Марии, ее слог, ее характерная, граничащая с безумием одержимость этим мужчиной. Поделать такое с точностью до мельчайших нюансов в XVI веке было просто невозможно. А теперь самое интересное, что же было в этих записках? В этих письмах, написанных до ее официального похищения, Мария предстает настоящим режиссером будущего спектакля. Она не просто знает о планах Ботвелла, она пошагово координирует их действия. Королева буквально инструктирует любовника, как все обставить, когда она поедет в замок Стерлинг, когда двинется обратно, на каком именно мосту его отряд должен устроить засаду и как ему нужно вести себя во время захвата кареты, чтобы сцена похищения выглядела максимально правдоподобно для ее свиты. Мария добровольно и осознанно шла в этот капкан, помогая Ботвеллу затягивать петлю на своей собственной шее. И весь этот беспредел они режиссировали вместе. А теперь давайте разберем, как именно Ботвелл похищал Марию, которая изо всех сил делала вид, что очень сопротивляется. Итак, шаг первый – идеальный предлог прощания с сыном. 21 апреля 1567 года, всего через 2 дня после пьянки в таверне, Мария Стюарт уезжает из Эдинбурга в замок Стерлинг. Предлог самый благородный – навестить своего 10-месячного сына принца Якова. Маленькая трагическая деталь – Мария тогда еще не знала, что видит своего ребенка в последний раз в жизни. Больше ей этого сделать не позволят. Шаг номер 2. Внезапная засада у моста Алмонт. 24 апреля королева отправляется в обратный путь. С ней едет небольшая свита. Преданный секретарь и дипломат. Защиты почти никакой. И вот у моста Алмонт, неподалеку от Эдинбурга, дорогу королевскому кортежу внезапно перегораживает, кто бы вы думали? Конечно, граф Ботвелл. Но он не один, а во главе отряда из 800 конников. Ботвелл подъезжает к карете королевы, берет ее лошадь за узду и заявляет: «Ваше Величество, в Эдинбурге бунт, ваша жизнь в страшной опасности. Я обязан немедленно увести вас в безопасное место, то есть в свой замок». Шаг третий. Плохие актеры и удивленная свита. В этот момент свита Марии хватается за шпаги, готовая умереть за королеву. Люди кричат: «Это измена!» Но Мария ведет себя потрясающе спокойно. Она поднимает руку и говорит: «Господа, опустите оружие. Я не хочу пролития крови. Если граф Ботвелл говорит, что мне грозит опасность, я подчинюсь и поеду с ним». Свита была в полном шоке. А когда люди Ботвелла шепнули ее секретарю на ухо: «Приятель, расслабься, королева сама обо всем договорилась», это просто шоу. Последние сомнения отпали. Вооруженный отряд Ботвелла разворачивает карету королевы и увозит ее в замок Данбар. Похищение состоялось. Друзья мои, а теперь давайте снимем белые перчатки и разберем то, что происходило дальше. Здесь у нас начинается потрясающий исторический сериал, где была официальная версия для СМИ, то есть для благочестивой Европы, и то, что происходило на самом деле. Давайте разложим этот абсурд по полочкам с иронией и фактами, чтобы все поняли, даже рыбки в вашем аквариуме. Итак, версия для СМИ. Официальный пресс-релиз XVI века. Срочные новости. Коварный, дикий и ужасный граф Ботвелл средь бела дня нападает на кортеж нашей беззащитной святой королевы. Нагло удерживая ее в заложниках, он увозит Марию в неприступный замок Данбар. И там
внимание, совершает гнусное, грязное насилие над ее женской честью. Королева заперта в сырой башне, рыдает, бьется о каменные стены, а этот монстр силой заставляет ее согласиться на брак. Шотландия в шоке, Европа, честное слово, в слезах. А теперь, что же было на самом деле? Материалы тайного следствия. Включаем пафос и смотрим на реальные факты. По приезду в замок Данбар между Марией и Ботвеллом действительно происходит интимная связь. Но вот в самом факте насилия против воли мы с вами имеем полное право аргументированно усомниться. 2 недели в замке Данбар жертва и насильник провели, как молодожены на курорте. Они обедали за одним столом, весело болтали, шутили, гуляли под цитадели и наслаждались французским вином. Из замка не вылетело ни одной тайной записки с криком «Спасите! Помогите!». Мария не сделала ни единой попытки сбежать или передать весточку верным лордам. Это был тщательно спланированный совместный отпуск 2 сообщников. Друзья мои, ну а теперь давайте продолжим наше независимое расследование. Сейчас мы разберем финальный акт этой грандиозной драмы, где цинизм целуется с абсурдом. Пошагово, понятно и со всей подобающей черной иронией. Итак, пока наша изнасилованная Мария Стюарт спокойно пьет французское вино и отдыхает в замке, ее блистательный насильник, граф Ботвелл, занят, знаете чем? Разводом. Да-да, этот суровый горец на момент похищения королевы был глубоко и официально женат. Впутывать сюда его законную супругу мы не будем, у нас и без нее дел по горло. Скажем лишь одно: чтобы получить свободу за считанные дни, Ботвелл провернул гениальный финт. Он пошел в протестантский суд и официально заявил: да, я изменял жене со служанкой, то ли просто изменил, то ли соблазнил, историю это уже мало волнует. Главное, что он пошел и сам себя оговорил или не оговорил. А для католической церкви они быстренько нашли бумажку, что они с женой вообще-то дальние родственники, так что брак аннулируется. 3 мая Ботвелл получает заветные документы. Все, отныне наш насильник официальный и завидный, конечно же, холостяк. И как честный шотландский рыцарь, он теперь просто обязан жениться на изнасилованной им королеве. Ну а что делать? Лорды в таверне ведь тоже попросили. Ловушка захлопнулась, и заговорщики переходят к финальному этапу своего шоу. 6 мая Мария и Ботвелл торжественно выезжают из замка и направляются прямо в столицу, в Эдинбург. Зачем? Чтобы легализовать свои отношения, ведь из глухой крепости страной не поправишь. На въезде в Эдинбург они разыгрывают потрясающую мизансцену для скучающей публики. Ботвелл демонстративно спешивается, берет лошадь королевы под узцы и покорно ведет ее пешком через весь город. Всем своим видом он показывает народу: смотрите, я не тиран, я покорный слуга ее величества. А Мария довольно улыбается и машет ручкой, мол, ну да, случилось, ну сорвался парень с цепи, ну с кем не бывает, ну теперь-то он исправился, смотрите, какой учтивый рыцарь, все, забыли, проехали. Друзья мои, давайте остановимся на дате 12 мая поподробнее, потому что этот день заслуживает отдельного разбора. Многие путаются, что это вообще был за суд, если Ботвелла уже оправдали в апреле. Зачем они снова сюда притащились? Давайте поясним этот момент как настоящие следователи. Это была не просто какая-то там сплетня бабок на лавке. Это был официальный, задокументированный высший суд Шотландии. И созван он был с одной единственной целью – официально снять с Ботвелла обвинение в государственной измене за похищение королевы. Ведь по законам Шотландии напасть на кортеж монарха – это тягчайшее преступление, караемое плахой. И если бы Мария просто вышла за него замуж, любой юрист Европы сказал бы: этот брак незаконен, королева находится в заложниках и действует под дулом пистолета. Поэтому Марии пришлось явиться в суд и лично под протокол выдать самый абсурдный спектакль в своей жизни. Включаем камеры, мы ведем репортаж из зала суда. Зал заседаний забит судьями и лордами. На трибуну поднимается величественная Мария Стюарт. Судейская коллегия официально задает ей главный вопрос: «Ваше Величество, правда ли, что граф Ботвелл совершил гнусное преступление, напал на вас у моста, насильно увез в замок и грязно надругался над вашей королевской девичьей честью?» И тут королева, глядя судьям прямо в глаза, выдает заготовленный спич, который должен был войти в анналы мировой судебной психиатрии. Да, господа,
Это абсолютная правда. Нас действительно грязно похитили. И да, граф Ботвелл действительно нагло посягнул на нашу женскую королевскую честь в своем замке. Но, вы же понимаете, я взрослая женщина. И стоило этому случиться, как граф тут же раскаялся. Он сразу же исправился, стал вести себя так учтиво, так нежно и благородно, что мы полностью простили ему любое насилие. Да и вообще, посмотрите на него, какой замечательный мужчина. Ну, сорвался парень с цепи, ну, изнасиловал. Ну, с кем не бывает. К тому же, вы, господа лорды, сами же в таверне подписали бумагу и буквально заставили его на мне жениться. Ну и что нам теперь остается делать? Только играть свадьбу. Судьи молча переглядываются, стараясь не хихикать в свои мантии. Формально закон соблюден, жертва претензий не имеет. Ботвелл больше не изменник. Но Марии этого мало. Чтобы окончательно закрепить успех и поднять статус своего любимого перед свадьбой, ведь граф это как-то мелковато для мужа королевы, она прямо там же, в зале суда, заявляет: и более того, за такую верную нам службу, ну и за его исключительно хорошее, учтивое поведение в замке, мы даруем графу Ботвеллу титул герцога Аркнейского. Да, друзья мои, вы все правильно поняли. Человек похитил королеву, изнасиловал, а в награду за хорошее поведение получил высший аристократический титул страны. Все. Теперь Ботвелл сиятельный герцог. Юридически придраться к нему не за что. Он чист, оправдан, разведен и готов вести изнасилованную, но очень счастливую королеву к алтарю. И вот теперь, когда все бумаги подписаны, мы можем переходить непосредственно к этой дурацкой свадьбе. Друзья мои, если бы в XVI веке у ворот Холерудского дворца сидели наши обычные родные бабушки на лавочке, а поверьте, ментально они там сидели, и я бы с огромным удовольствием примостилась рядом. Я бы просто молча слушала их и кивала, потому что никакие тайные советники и дипломаты не выдадут вам такую чистую, хлесткую житейскую мудрость, как и они. Посмотрели бы они на этот утренний маскарад в черном платье, лузгая семечки, поджали бы губы и сказали: «Эх, Машка, Машка, ну до чего же ты, девка, замуж выходить любишь-то, а? Прямо страсть у нее какая-то к штампам в паспорте. Причем ей же абсолютно без разницы, хоть за католика, хоть за протестанта. Да появись завтра на горизонте какой-нибудь заморский султан и позови ее в свой гарем, так она бы и туда на лошади поскакала, сверкая пятками, если бы влюбилась. Ох, не доведут ее эти свадьбы до добра, попомните мое слово, не доведут. Слишком уж часто она теряет голову». А теперь, друзья мои, переходим к главному религиозному житейскому нюансу этой истории. Включаем максимальный уровень иронии, потому что без него смотреть на этот абсурд просто невозможно. Давайте вспомним, кто наша невеста. Мария Стюарт, истовая фанатичная католичка. Женщина, которая клялась перед Святым Престолом, что превратит весь британский остров в одну сплошную католическую святыню. Монархиня, которая еще недавно рвалась замуж за католического наследника Дона Карлоса. И вот, в этот знаменательный день она выходит замуж, барабанная дробь, за протестанта. А, да, мы же забыли вас предупредить. Наш блистательный новоспеченный герцог Ботвелл был убежденным протестантом. Но для влюбленной Марии это были такие мелочи. Помните ее прошлую свадьбу с Дарнли? Она состоялась в 6 часов утра, в полумраке, чтобы никто ничего не видел. Так вот, Мария решила побить собственный рекорд. Эта свадьба состоялась в 4 утра. Житейская логика подсказывает, если бы Марии пришлось выходить замуж в следующий раз, но за того заморского султана, о котором шептались бабушки на лавке, церемония явно была бы назначена, на 2 часа ночи, например. Итак, часики пробили 4 утра. Добро пожаловать на главную свадьбу века. Если вы представляете себе роскошный королевский пир, кареты, фанфары, толпы ликующих шотландцев, немедленно забудьте. Эта свадьба больше напоминала тайную сходку заговорщиков, которые спешат обстряпать дельцы до приезда полиции. Крупные шотландские лорды демонстративно проигнорировали приглашение. Они просто не пришли. Иностранные послы наотрез отказались присутствовать на этом позорище. В огромном, холодном и полупустом зале гуляло только эхо. Церемония прошла по строгому протестантскому обряду. Да-да, наша ярая католичка Мария послушно повторяла протестантские молитвы.
Слава Богу, пока еще не мусульманские, не языческие. Это осталось для других жизней. Но, судя по ее поведению, Марии в тот момент было абсолютно все равно, по каким канонам венчаться, и лишь бы поскорее получить статус замужней женщины и удержать своего Ботвелла. Невеста стояла у алтаря в скромном глухом черном платье. Никаких танцев, музыки или веселых криков после венчания не последовало. Сыграв эту поспешную мрачную комедию под покровом ночи, Мария Стюарт искренне верила, что перехитрила историю. Она думала, что штамп в паспорте и протестантский обряд защитят ее от гнева подданных и лордов. Но по факту эта свадьба в 4 утра стала похоронами ее правления. Друзья мои, прежде чем мы расскажем, что в этот момент произошло на международной арене, давайте называть вещи своими именами. Давайте заглянем за закрытые двери спальни наших молодоженов и вспомним одну простую истину. История Марию Стюарт вообще ничему не учила. У нее была абсолютная клиническая амнезия на собственные грабли. Помните ее второй брак с Генрихом Дарнли? Все же началось точно так же. Безумная страсть, бабочки в животе, все лорды и послы умоляют ее: «Мария, одумайтесь, он же придурок». Но нет, держите меня 7, хочу замуж, аж не могу. И что случилось после венчания? Наш прекрасный принц мгновенно превратился в свинью. Начал пить, валяться по канавам, игнорировать жену, хамить, а под конец вообще устроил заговор и зарезал ее любимого секретаря прямо на глазах у беременной королевы. И вот тут у меня возникает резонный житейский вопрос. Это у Марии был такой редкий талант портить мужчин, или ее внутренний радар был сломан настолько, что она целенаправленно выбирала самых отпетых мерзавцев? Как по мне, второе. Слава богу, тот заморский султан, о котором судачили наши бабушки на лавке, на ней не женился. Вы только представьте Марию в восточном гареме. Да ее бы оттуда другие жены через 3 дня в шею выгнали. Потому что порядочные женщины знают, как себя вести. А там, где появляется Маша, сразу начинаются взрывы, криминал, похищения и бытовой апокалипсис. А теперь присаживайтесь поудобнее. Давайте посмотрим, что произошло дальше. Вы думаете, граф Ботвелл после свадьбы остался тем самым галантным рыцарем без страха и упрека, который 12 мая в суде так учтиво вел ее лошадку под узцы, искупая грех насилия? Ха! Как бы не так! Стоило Ботвеллу получить штамп в паспорте, и вожделенный титул герцога, как маска милого влюбленного, слетела с него очень быстро. Он просто мгновенно превратился в неотесанного, грубого и жестокого горца, которым, по сути, всегда и был. Дело сделано, корона в кармане. Зачем теперь притворяться и строить себя джентльмена? Ботвелл узурпировал всю власть в стране и заставил Марию подписать бумаги, что без его ведома ни один указ не имеет силы. Он установил за ней тотальную слежку и начал вести себя как настоящий домашний тиран. Буквально через несколько дней после свадьбы во дворец с официальным визитом заходит французский посол, лорд Дюкрок, и застает потрясающую картину. Наша королева, которая еще неделю назад в высшем суде уверяла всех, как Ботвелл учтив, хорош, и как она его за все прощает, сидит в своих покоях, бледная как смерть, растрепанная и горько плачет. Оказывается, в разгар очередной семейной сцены новоиспеченный муж так на нее орал, и, думаю, не только орал, и так ее унижал, что у Марии случилась настоящая истерика. Прямо при французском после королева начала громко кричать на весь кабинет, умоляя слуг: «Дайте мне нож! Дайте мне кто-нибудь нож! Я хочу покончить с собой! Я не могу больше это терпеть!» Мари, ты удивлена, а вот мы, например, нет. Ты собственноручно поменяла капризного малолетнего эгоиста Дарли на сурового, психически неуравновешенного бандита. Поздравляем, Маш! Это был потрясающий выбор. Браво! Но пока в королевской спальне летали ножи и гремела посуда, весь остальной мир смотрел на этот брак со священным ужасом. Друзья мои, помните, как в прошлых сериях наша Мария отчаянно сваталась к испанскому наследнику Дону Карлосу? Вы только представьте, в те майские дни 1567 года этот дивный юноша был еще жив. Он сидел в Мадриде и вовсю сходил с ума. А вот его отец, суровый и прагматичный Филипп II, прочитав свежую депешу из Эдинбурга о свадьбе в 4 утра, размашисто перекрестился и облегченно вздохнул: «Святая Мария, слава Богу, мало мне моего Карлоса с его заскоками.
Так я в довесок к безумному сыну чуть не получил эту сумасшедшую невестку. Пронесло. Филипп II взял свой королевский карандаш, открыл свою тетрадь и жирно, со скрипом вычеркнул Марию Стюарт из списка союзников. А потеря Испании для Марии – это без преувеличения полный капец, друзья мои. Испания в XVI веке – это не просто теплая страна на юге, это супердержава номер один. Это непобедимая сухопутная армия, это галеоны, груженные золотом и серебром нового света. Это абсолютный гегемон Европы. И Мария Стюарт умудрилась потерять этот титанический щит просто потому, что ей приспичило срочно выйти замуж за шотландского разбойника. Филипп II просто умыл руки. Испанское золото для Шотландии закончилось навсегда. Святой престол в Риме тоже пребывал в глубочайшем шоке. Папа Пий V годами слал Марии деньги, благословения, присылал ей золотые розы и видел в ней главную католическую надежду Британских островов. И тут ему докладывают, надежда католицизма послушно стоит в 4 утра и повторяет протестантские молитвы вслед за еретиком Ботвеллом. Реакция Ватикана была леденящей. Папа Римский официально объявил, Святой Престол больше не будет тратить деньги христианского мира на эту женщину. Она связалась с убийцей, покрывает грех и венчается по обряду еретиков. Лавочка закрыта. Марию мгновенно забанили во всех католических чатах Европы. Друзья мои, а теперь давайте переведем наш взгляд на Францию. Франция для Марии была не просто абстрактной страной. Это была ее вторая родина. Она там выросла, она была французской королевой. Там правила ее обожаемая родня, могущественные герцоги Гизы. И самое главное, между Шотландией и Францией веками ковался железобетонный Старый Союз. Французские деньги, французское вино, французские мушкетеры веками защищали Эдинбург от заносчивых англичан. И вот, сразу после своей конспиративной свадьбы в 4 утра Мария садится писать официальное письмо в Париж. Кому? Своей бывшей свекрови, великой и ужасной Екатерине Медичи. А зачем Мария это делает? Ну, во-первых, ей жизненно необходимы французские субсидии, чтобы удержать власть, а во-вторых, ей нужно хоть как-то официально объяснить Парижу, почему она, вдова французского короля, вдруг выскочила замуж за неотесанного шотландского горца, которого вся Европа считает убийцей. Мария отправляет во Францию своего специального посла с официальным разъяснительным манифестом. Текст этого письма – это просто шедевр примитивной женской лжи. Если его перевести с королевского дипломатического на наш обычный язык, Мария писала следующее. «Дорогая матушка Екатерина, вы там в Париже ничего плохого не подумайте, я не виновата. Этот грубиян Ботвелл сам ко мне пришел, коварно похитил и увез в свой темный замок. И там, пользуясь моей женской беззащитностью, силой лишил меня девичьей чести. Моя репутация была растоптана, и у меня, как у порядочной католической женщины, просто не осталось другого выбора. Чтобы спасти свое честное имя от позора, мне пришлось пойти с ним под венец. Но вообще он уже исправился, он очень учтивый и преданный слуга короны». Мария Стюарт искренне думала, что эта слезливая история про похищенную овечку сработает. «Ну, боже мой, Маша, кого ты пытаешься обвести вокруг пальца? Ты серьезно пытаешься развести на дешевую жалость Екатерину Медичи? Женщину, которая на интригах, заговорах и политических убийствах зубы съела?» Реакция Парижа была леденящей. Екатерина Медичи вместе с королем шотландского посла даже на порог не пустили. Им хватило ровно 5 минут, чтобы сопоставить даты в материалах дела. Екатерина посмотрела на протокол Эдинбургского суда 12 мая, где Мария Стюарт выходит перед судьями и говорит: «Я его за насилие полностью прощаю и дарю ему титул герцога». Медичи цинично хмыкнула и передала Марии через послов короткий и очень четкий ответ: «Дорогая Машенька, твоя актерская игра – полная шняга. А сценарий похищения шит такими белыми нитками, что нам в Париже смешно. Выйти замуж за главного подозреваемого в убийстве собственного мужа, да еще и венчаться по протестантскому обряду – это позор, который очернил весь королевский мундир Европы. Франция официально заявляет: мы разрываем с Шотландией наш вековой Старый Союз, прекращаем любые выплаты и больше знать тебя не желаем. Разгребай свои криминальные бордели сама». Для Марии Стюарт это был окончательный крах. Она умудрилась за пару недель разрушить союз, который ее предки строили столетиями. Франция закрыла перед ней двери.
Друзья мои, а теперь угадайте, где в эти дни лились самые горькие, самые лицемерные слезы. Из какого дворца летели самые полные драматизма и праведного гнева письма. И где при этом за закрытыми дверями было так весело и радостно и шумно, что звенели бокалы. Думаю, вы и без меня все прекрасно поняли. Конечно же, в Лондоне, у Елизаветы Тюдор. В отличие от нашей ветреной Маши, Елизавета I никогда бы в жизни не связывалась не то что с дикими шотландскими горцами, а вообще ни с одним мужчиной, который мог бы покуситься на ее власть. В ее случае стратегия королевы-девственницы оказалась единственно правильной. И только представьте ее лицо, когда на ее рабочий стол легла депеша из Эдинбурга. Ведь своими собственными руками, ведомая слепой страстью, Мария Стюарт сделала то, чего Англия не могла добиться. Она сама добровольно втоптала свою репутацию в грязь и аннулировала свои права на английский престол. Официально для публики Елизавета, конечно, лила крокодиловые слезы и писала Марии: «Ах, сестрица, ах, Машенька, как ты могла так опозорить наш королевский мундир? Выйти замуж за убийца, какой кошмар, я безутешна. Но стоило дверям ее личных покоев закрыться, как Елизавета Английская, я уверена, отбрасывала королевский шлейф и пускалась в дикую победную джигу, пила самое дорогое французское вино и, глядя на портрет своего великого папеньки Генриха VIII, победоносно кричала: «Ну что, папуля, ты всю жизнь положил на то, чтобы подмять под себя Шотландию, устраивал им грубое сватовство, сжигал их города и ничего не добился, а я смогла, не сдвинув с места ни единого полка». И тут, друзья мои, у вас возникает абсолютно логичный вопрос: а что именно она смогла? Друзья мои, давайте не будем заново перебирать все мелкие детали этого дела. Я думаю, кто хотел уловить саму суть, тот ее уже уловил. Просто напомню вам одну важную вещь. И королева Елизавета, и граф Мурей, который до этого очень долго гостил в Лондоне, были прежде всего хитрыми политиками, настоящими хладнокровными гроссмейстерами, в отличие от самой Марии. Чтобы понять, что союз Марии Ботвелла не приведет ни к чему хорошему, не нужно было быть пророком, достаточно было просто хорошо знать саму Марию. Умные люди прекрасно видели ее главную уязвимость, что она влюбляется как сумасшедшая, мгновенно теряет голову и ради мужчины готова пойти абсолютно на все, напрочь, отключая инстинкт самосохранения. Когда против тебя играют настолько умные люди, одними эмоциями, слепой страстью и поспешными свадьбами в 4 утра не победишь. Пока Мария думала, что спасает свою любовь, мат на доске ей уже был поставлен. Нам не нужно указывать пальцем, когда имена главных победителей и так написаны на страницах истории. Умные политики просто позволили Марии совершить все возможные ошибки самостоятельно. Друзья мои, а теперь давайте перейдем к главному, к шотландским разборкам. В те времена главными аргументами в политике, увы, были битвы и войны. Сразу признаюсь, я их терпеть не могу и рассказывать о них не люблю. Да и вы, думаю, тоже пришли сюда не ради тактических карт и перемещения пехоты. Но этот момент мы обязаны разобрать, потому что он прекрасен в своем безумии. Давайте разложим все по полочкам, коротко и без затягивания, чтобы не тратить время на окопы, а сразу уловить суть. Пока наша Мария Стюарт, ведомая слепой страстью, готова была терпеть своего нового мужа-абьюзера, тирана, и, кажется, согласна уже была мыть ему ноги и пить воду, это, как говорится, ее личное дело, не будем ей мешать. Но вот шотландским лордам эта семейная идиллия не нравилась от слова совсем. Поставьте себя на место этих людей. Да, предыдущий король Дарнли был капризным пьяницей и натворил немало глупостей. Но когда на смену Дарнли приходит нечто гораздо худшее, грубое и опасное в лице Ботвелла, тут уже вся шотландская элита банально испугалась. А что этот дикарь сделает с нами дальше? Терпеть домашнего тирана королевы на шотландском троне никто не собирался. И вот как эта война уместилась всего в 3 коротких шага. Итак, шаг 1 – тотальный бойкот. Не прошло и месяца после поспешной свадьбы, как лорды объявляют Ботвеллу войну. Они собирают армию под лозунгом «Спасем маленького принца Якова от рук убийцы его отца». Самое интересное, что народ и простые солдаты лордов полностью поддержали. Ботвелл оказался в абсолютной изоляции. Шаг 2 – битва, которой не было. 15 июня 1567 года 2 армии сходятся у Карбери-Хилл. Но стрелы не полетели и мечи никто не обнажал. День выдался невыносимо жарким, и солдаты Марии, постояв на санцепёке и посмотрев на знамена лордов с изображением задушенного Дарнли, задались вопросом:
А ради чего мы тут плавимся в кольчугах? Чтобы Ботвелл и дальше пировал во дворце? Дезертирство в рядах королевы стало массовым. Люди просто бросали копья и уходили домой. Шаг 3. Изящный развод и позорный финал. Видя, что королевское войско тает на глазах, лорды разыграли гениальную психологическую карту. Они передали Марии: «Ваше Величество, мы вас любим, вы наша королева. Мы воюем только против Ботвелла, отпустите его, и мы упадем к вашим ногам». И чем все это закончилось? Мария поверила. Она обняла Ботвелла и приказала ему бежать. И тот послушно поскакал в закат, оставив жену одну расхлебывать кашу. А сама она гордо поехала к лордам. Стоит ли говорить, что никто к ее ногам не упал? Ее тут же взяли под арест, как преступницу. А теперь приготовьтесь. Сейчас мы увидим сцену, от которой становится по-настоящему жутко. Это было падение такой глубины, ниже которой в королевских биографиях просто не опускались. Нижний уровень городской канализации. Помните ту изысканную блистательную принцессу, которая завораживала Лувр и Париж? Ту гордую шотландскую королеву, которая еще недавно верхом на коне лично вела полки в бой и красиво побеждала своих врагов? Забудьте. 16 июня 1567 года по улицам Эдинбурга шла совсем другая женщина, одетая в короткую грязную уличную юбку, растерзанная, покрытая пылью и потом. Мария Стюарт пешком шла под конвоем собственных подданных, а впереди нее, как издевательство, солдаты несли огромное знамя, на котором был нарисован мертвый и задушенный Дарнли под деревом. Королеву вели за этим плакатом, как пойманную с поличным преступницу. И ладно бы ее просто вели. Эдинбургская толпа устроила своей правительнице настоящий ад. Из окон и из подворотен на Марию летела уличная грязь, помои и самые грязные оскорбления. Люди, которыми она правила, в лицо орали ей: проститутка, блудница, сжечь мужа-убийцу, в нее плевали. Ее смешивали с грязью во всех смыслах этого слова. А теперь добавьте к этому кошмару одну деталь, от которой сжимается сердце. Мария в эти дни уже была беременна. Окружающие-то этого еще не знали, но она уже носила под сердцем двойню от Ботвелла. Представьте ее физическое и моральное состояние: гормоны, жара, дикий стресс, осознание того, что любимый муж ускакал, а тебя ведут на линч. Марию привели в город в состоянии абсолютного психического срыва. Ее заперли в одном из городских домов, и ночью она, полубезумная, в разорванной одежде, с растрепанными волосами, высовывалась из окна и кричала в темноту, умоляя о помощи. Но город лишь улюлюкал в ответ. А бывшая муза Франции в один день превратилась в главного изгоя Шотландии. Лорды поняли, что в Эдинбурге ее оставлять нельзя, толпа разорвет, и уже следующей ночью ее тайно вывезли из города и заперли в глухом мрачном замке посреди озера Лох-Левин. Прощай, корона, привет, тюремная камера. Друзья мои, я уверена, что многим из вас сейчас безумно интересно, а что же стало в этот момент с Ботвеллом? Куда он ускакал и как сложилась его судьба? Давайте я скажу вам как есть. У меня сейчас нет ни времени, ни желания отвлекаться еще и на него, поэтому давайте оставим этого грозного горца в покое на какое-то время. Я обещаю, что обязательно расскажу вам все до мельчайших подробностей. И о нем, и о безумно влюбленном поэте под кроватью, и о 4 верных фрейлинах Мариях, и о многих других шпионских страстях, которые физически не поместились в этот хронометраж. Для всего этого сочного закулисья у нас с вами будет специальный эксклюзивный выпуск посреди недели. Поверьте, там будет все, вы останетесь в восторге. А сейчас давайте вернемся на главную дорогу и продолжим следить за путем самой Марии. Ее судьба, ее личная трагедия, ее финальный выбор сейчас для нас гораздо важнее всех Ботвеллов мира. Друзья мои, прежде чем мы расскажем, куда же в итоге отвезли Марию Стюарт и что с ней стало, давайте, как мы любим, ненадолго вернемся назад. Поверьте, эта история из прошлого сейчас для нас просто мега важна. Итак, давным-давно в Шотландии жила одна очень красивая и знатная девушка по имени Маргарет Эрскин. И все бы у нее в жизни шло тихо и размеренно, если бы однажды в нее до безумия не влюбился сам шотландский король. А звали его Яков V. Да-да, тот самый король, который является отцом нашей Марии Стюарт и который умер спустя всего 6 дней после ее рождения. Яков так любил свою Маргарет, так отчаянно. У них был такой бурный роман, что он просто мечтал взять ее в жены.
Он строчил папе римскому умоляющие письма с просьбой разрешить этот брак. Но большая политика сказала твердое «нет». Королю Шотландии была нужна международная невеста. В итоге Маргарет оказалась беременна от короля. Осознав, что законного брака не будет, ее семья тут же подсуетилась, чтобы прикрыть грех, и поспешно выдала Маргарет замуж за сэра Роберта Дугласа. Но на этом любовная трагедия не закончилась. Короля Якова V все-таки женили на правильной французской невесте Марии де Гиз, той самой статной красавицы-великанши. И пока во дворце играли свадьбу, Маргарет рожает королевского бастарда. Мальчика назвали Джеймс Стюарт. И фанфары. Это тот самый граф Морей, с которым мы уже прекрасно знакомы и который только что срежиссировал падение Марии Стюарт. Да-да, это его родная мама. Что же происходит дальше? Яков V живет со своей законной королевой Марией де Гиз, а Маргарет уезжает с мужем в его родовое гнездо, мрачный и уединенный замок Лохлевен, стоящий на маленьком острове посреди глубокого озера. Там она родила законному супругу еще очень много детей. Но сынок от короля всегда оставался в ее материнском сердце на особом положении. За него ее душа болела больше всего. И вот только представьте себе ее логику. Маргарет всю жизнь прожила с глухой обидой. Она была искренне уверена, что если бы их тогда не разлучили с королем, ее обожаемый, умный и талантливый сын Морей сейчас сидел бы на шотландском троне вполне законно. И ведь Морей действительно блестяще справлялся с политикой. А вместо него страной правит эта изнеженная Мария Стюарт, у которой в голове один ветер, да пустые любовные романы. Маргарет искренне всем сердцем презирала и ненавидела Марию, считая, что та просто занимает место ее сына. Ну а Мария, естественно, платила ей взаимной ненавистью, хотя бы и из уважения к памяти своей родной матери Марии де Гиз. Вот такие, друзья мои, в Шотландии были высокие семейные отношения. Но теперь важно другое. Как вы думаете, куда шотландские лорды отправили под конвоем и без того глубоко несчастную, опозоренную и беременную Марию Стюарт? Ну, конечно же, прямиком в замок Лохлевен к леди Маргарет, которая к тому времени уже овдовела и стала суровой, грозной и абсолютно безжалостной хозяйкой этой каменной тюрьмы посреди озера. Представляете, какая ее там ждала теплая встреча? Отношение к Марии было не просто отвратительным, это был чистый психологический садизм. Маргарет не упускала ни единой возможности уколоть Марию. Она демонстративно ходила перед ней с гордо поднятой головой и заявляла: «Мой сын Морей – истинный правитель Шотландии по праву ума и крови нашего короля, а ты просто избалованная дурочка, которая опозорила трон». Марию заперли в мрачной башне, лишили ее привычной роскоши, красивых платьев и французских слуг. Кругом была только сырость, серое шотландское небо и ледяная вода озера за окном. Мария действительно была на грани безумия от одиночества и бессилия. Друзья мои, а теперь давайте о самом главном и самом трагичном. Если вы помните, я уже упоминала, что в те дни Мария была беременна. Беременна от этого придурка Ботвелла, будь он мне ладен. И вот скажите мне, может ли беременность нормально развиваться в тех скотских условиях, в которых оказалась эта женщина? Постоянный дикий стресс, переживания. Во всем этом не было вообще ничего хорошего. Конечно же нет. Представьте себе, жара, июль, нечеловеческие условия, никакой нормальной гигиены в этой сырой каменной башне не было. Вокруг лишь сплошное унижение и психологическое давление. Случилось то, что в принципе было абсолютно закономерно. В один из дней у Марии начались жуткие боли. Как оказалось, это выкидыш. Срок был совсем небольшой, около 2-3 месяцев. Но знаете, что самое трагичное? Это была двойня. Мы никогда не узнаем, были это мальчики, девочки или мальчик с девочкой. На таком сроке в те века понять это было абсолютно невозможно, да никто особо и не разбирался. Но сам факт, она потеряла 2 детей. А теперь закройте глаза и представьте себе эту картину. На дворе 16 век. Бывшая королева Франции, муза Парижа, писавшая когда-то утонченные стихи в Лувре, женщина, которая правила Шотландией, вела свои полки и имела в этой жизни абсолютно все. Она прошла весь этот путь, чтобы потерять трон, величие и статус ради одного конченного мужика, который вдобавок трусливо бежал. И вот теперь она лежит в своей тюремной кровати в изоляции, не имея возможности увидеть своего годовалого сына Якова.
Она истекает кровью. Ей физически плохо, а морально она растоптана на 1000 осколков. Она потеряла вообще все, что только можно потерять. Но самое страшное, друзья мои, заключается в том, что весь этот кошмар, кровь и слезы на больничной постели были только началом. В один из дней двери ее камеры с грохотом распахиваются, и на пороге появляется один из шотландских лордов, лорд Линдси, человек суровый, жестокий, не знающий жалости ни к врагам, ни тем более к поверженным королевам. Он подходит к ее кровати и без лишних церемоний прямо на окровавленное одеяло швыряет официальные документы. Суть их была проста и беспощадна. Мария Стюарт обязана прямо сейчас подписать отречение от шотландского престола в пользу своего годовалого сына Якова. Представьте эту сцену. Она едва может приоткрыть глаза, у нее нет даже сил приподняться на подушках. Голова раскалывается, а перед ней стоит суровый мужчина и требует отказаться от королевства. Мария пытается протестовать сквозь слезы, шепчет, что не подпишет это, что они не имеют права, но у лордов разговор был короткий. Линдси наклоняется к ней, грубо сжимает ее ослабевшую руку и говорит прямо: либо твоя подпись будет на этих бумагах, либо это озеро станет твоей могилой прямо сейчас. Живой ты отсюда не выйдешь. Охваченная паническим страхом за свою жизнь, Мария понимает, что ее никто не спасет. Ботвелл далеко, да и можно ли на него рассчитывать? Сторонники разбиты, а леди Маргарет за дверью лишь злорадно ждет ее кончины. Дрожащей рукой, почти не видя строк из-за слез, Мария Стюарт ставит свою подпись. В этот роковой день она перестает быть правящей королевой. Ее эпоха официально закончена. Отныне Шотландией правит ее малолетний сын, а точнее ее хладнокровный сводный брат, граф Морей, который наконец-то получил то, к чему стремился. Лорды уходят, унося с собой ее корону, а Мария остается одна в пустой холодной комнате, растоптанная, сломленная и побежденная. Но именно в этот момент, когда, казалось бы, все кончено и впереди только мрак, случается то, что обычно пишут в рыцарских романах. Знаете, на жизненном пути Марии Стюарт до сих пор встречались, мягко говоря, одни подонки. Вокруг нее вообще не было нормальных мужчин. Ну да, был несчастный Франциск, ее первый французский муж, который ее искренне любил, но он ушел слишком рано. А вот все, что было потом, не будем о грустном. Настоящий мужчина, знаете, иногда выглядит совсем не так, как мы привыкли думать. Он может не обладать горой мускулов и не носить золотой короны. Настоящие рыцари совершают поступки. И таких рыцарей Мария Стюарт встретила там, где никто бы в жизни не мог подумать. Прямо в логове врага. Только представьте себе эту историю. В замке жил молодой парень по имени Джордж Дуглас. Он был младшим сыном суровой хозяйки Маргарет и родным братом того самого могущественного графа Морея. И вот однажды он видит эту пленницу, несчастную королеву, всеми забытую, унижаемую его собственной матерью. Кто-то другой на его месте прошел бы мимо, а кто-то и сам начал бы издеваться над свергнутой правительницей. Но сердце Джорджа дрогнуло. Он влюбился в нее со всей пылкостью юности. И ради нее он оказался готов абсолютно на все. Джордж начал вести себя как настоящий мужчина ради своей дамы сердца. Рискуя собственной головой, он стал ее тайным связным. Он передавал письма на материк, носил ей вести от выживших сторонников, приносил шифровки. Он делал все, чтобы спасти Марию. Но влюбленного сына вовремя заметила мать. Представляете, какая буря бушевала в душе леди Маргарет. Дикая ненависть к Марии Стюарт смешивалась с жестоким разочарованием в собственном ребенке, который посмел пойти против клана. И мать совершает страшное. Она просто выставляет родного сына за ворота замка. Какая мать так поступит? А вот Маргарет сделала это без колебаний. Но влюбленному сердцу Джорджа эти запреты и замки не помешали. Оказавшись на берегу озера, без права вернуться домой, он не сдался и не уехал. Напротив, он развернул на материке целую шпионскую сеть, собирал лодки, искал преданных людей, закупал оружие и готовил вооруженный побег для своей королевы. Но если вы думаете, что внутри замка Мария после изгнания Джорджа осталась совсем одна, то вы ошибаетесь. Там оставался еще один рыцарь. Правда, ему было всего лишь 16 лет.
Это был дальний родственник семьи, сирота по имени Вилли Дуглас, маленький юный мальчишка, который тоже искренне преданно влюбился в Марию Стюарт. Он остался внутри крепости и стал ее глазами, ушами и верной тенью. Вилли шпионил за стражей, выведывал планы хозяев и ждал часа Икс, чтобы помочь своей даме бежать. Вот так, совершенно неожиданно, на самом дне своего ада, Мария встретила двоих преданных рыцарей. Именно эти влюбленные мальчики из лагеря врага в итоге стали ее единственным спасением. Друзья мои, а дальше случилось то, что сейчас назвали бы самым настоящим чистокровным шпионским экшеном. Никакие современные миссии невыполнимы, даже близко не сравнятся с тем, что провернули два влюбленных мальчика ради спасения своей королевы. Я не буду рассказывать вам, кто из них что в этот момент думал или какие слова они шептали друг другу, потому что этого нет в архивах. Я просто разложу вам по шагам то, что они совершили той безумной майской ночью. Итак, слушайте. Это было воскресенье. В замке отмечали какой-то семейный праздник, и все Дугласы вместе со стражей сели за большой ужин. Понятно, что в XVI веке шотландское застолье – это не чинный обед, это реки вина и эля. Все быстро захмелели, и бдительность упала до нуля. А главная проблема побега из этого замка заключалась в том, что замок на ночь запирался наглухо, а огромная связка ключей от всех ворот и башен всегда лежала на столе прямо перед хозяином замка, братом Морея, сэром Уильямом. Взять ее незаметно было нереально. И вот тут на сцену выходит наш 16-летний рыцарь Вилли Дуглас. Поскольку он прислуживал за столом и разносил вино, он мог подходить к хозяевам вплотную. Вилли дождался момента, когда все уже были изрядно пьяные, подошел к столу с большим блюдом и салфеткой. И, внимание, цирковой трюк, аккуратно накрыл салфеткой связку ключей, которая лежала возле тарелки хозяина. А когда забирал грязную посуду, легким движением руки утащил ключи вместе с салфеткой. Ни один пьяный лорд даже глазом не моргнул. Вилли моментально бросается к башне Марии. Королева уже его ждала. Чтобы ее никто не узнал, она быстро переодевается в простое платье одной из своих служанок. Они тихо спускаются во двор. Вилли действует как диверсант. Проходя через железные двери и ворота, он запирает их снаружи на ключ одну за другой. Зачем? Чтобы когда Дугласы хватятся королевы, они физически не смогли выйти во двор и броситься в погоню. Они добегают до берега, прыгают в маленькую лодку, Вилли садится на весла и изо всех сил гребет в темноту. Мария прячется на дне лодки, накрывшись темным плащом служанки. Посредине озера Вилли делает гениальную вещь. Он со всего размаха выбрасывает всю похищенную связку ключей в глубокую воду. Все, у стражи в замке нет ни единого шанса открыть ворота. Кстати, интересная историческая деталь. Через 300 лет, в 19 веке, один мальчик найдет эти ключи на дне озера во время засухи, и сейчас они лежат в музее. А на берегу, вглядываясь в ночную темноту, их уже ждал изгнанный Джордж Дуглас. Он не спал сутками. Он пригнал лучших верных коней и собрал отряд лордов, преданных Марии. Лодка приближается к берегу, Мария сбрасывает плащ служанки, Джордж подхватывает свою королеву, помогает ей сесть в седло, и они на полной скорости уносятся прочь от этого проклятого озера. Капкан, который казался вечным, развалился за одну ночь просто потому, что два влюбленных мальчика оказались умнее и отважнее всех шотландских лордов. Мария снова была на свободе. Друзья мои, теперь, конечно, у многих из вас возникнет резонный вопрос: а что же стало дальше с теми мальчиками, которые спасли Марию? Сразу скажу, к матери в замок они не вернулись. Да они и не могли этого сделать при всем желании. В Шотландии за такое предательство клана их бы просто казнили на ближайших воротах. Они остались с Марией и остались, друзья мои, до самого последнего ее дня. Но потрясающую трагическую судьбу этих мальчиков давайте мы тоже вынесем на тот самый специальный выпуск. Поэтому сейчас просто запомните, эти ребята до последнего вздоха будут рядом с ней. Вот это, я понимаю, называется рыцарь, а не просто облако в штанах. Их историю мы разберем отдельно, она того стоит. А пока, что же было дальше? Давайте снова зафиксируем главное. Я вам сразу честно скажу, я не хочу тратить наше драгоценное эфирное время на пересказывание войн и тактических маневров. Я не умею этого делать, да и не люблю. Видимо, я была бы просто отвратительным военным, и слава богу.
Поэтому давайте мы сейчас буквально на полной скорости пробежимся по этим военным вехам, чтобы успеть дойти до по-настоящему важных ключевых и драматических моментов. Итак, Мария на свободе. Она садится в седло и мчится к своим сторонникам. Благо, преданные люди в Шотландии у нее еще остались. Она прибывает в замок к могущественному клану Гамильтонов. И всего за несколько дней собирает под свои знамена внушительную армию в 6 тысяч человек. Для Шотландии тех лет это колоссальная грозная сила. И у Марии в этот момент снова, в который уже раз, закружилась голова от успеха. Ей показалось, ну все, раз я спаслась из этой башни, это уже победа. Она была свято уверена, что худшее позади. Мария так привыкла, что раньше в Шотландии ей удавалось красиво подавлять любые бунты, что даже не сомневалась, получится и в этот раз тоже. Но радовалась она рано, и до реальной победы было еще как до луны. Чтобы вернуть трон, нужно было разбить армию остальных лордов и ее брата. И вот тут мы подходим к моменту, о котором я вас предупредила заранее. Описывать битву я не буду. Оставим это военным историкам. Давайте просто финализируем результат. На этот раз граф Морей подготовился к встрече с сестрой гораздо лучше, чем она думала. Его войска были дисциплинированнее и умнее. Армия Марии Стюарт была на голову разбита всего за считанные часы. Все. Карточный домик, который она строила 11 дней свободы, рухнул с оглушительным треском. Друзья мои, а теперь давайте я вам задам один очень важный вопрос. Попробуйте ответить на него сами себе не как королева, а как человек, который умеет сложить 2 плюс 2. Итак, представьте себя на месте Марии. Битва проиграна. На шотландский трон вам нельзя, вас туда банально не пустят. Вам надо бежать из страны или хотя бы где-то спрятаться. Перед вами 3 дороги, 3 сценария. Первая дорога – прорыв во Францию. Да, возможность прорваться к западному побережью Шотландии, сесть на корабль и уплыть в Париж у Марии была. Почему именно туда? Ну, во-первых, она бывшая королева Франции. Во-вторых, там у власти стоял ее родной, влиятельный и богатейший клан герцогов де Гиз. Да, там все еще сидела грозная Екатерина Медичи, которую Марию не любила. Но арестовывать ее или выдавать врагам Медичи бы не посмела. Могущественные Гизы за свою племянницу устроили бы во Францию новую гражданскую войну. В Париже Марию ждала безопасность. Дорога вторая – шотландское высокогорье. Можно было ускакать в глухие горы. Там жили суровые воинственные католические кланы. Они плевать хотели на эдинбургских лордов, на протестантов и на графа Морея. Они боготворили Марию Стюарт как свою законную государыню. Уйти на эти шпионские партизанские тропы Мария могла и запереться там в неприступных замках. Да, это не Лувр, условия дикие, но Морей ее там в жизни бы не достал. Можно было годами сидеть в безопасности и ждать, пока лорды в Эдинбурге перегрызутся за власть. И дорога третья – Елизавета Тюдор. Почему этот план абсолютно дебильный? Ну, просто поставьте себя на место Марии и вспомните все, что происходило между ними. Кто такая Елизавета? Ваш главный геополитический враг. Вы все эти годы работали против нее. Копали под ее трон, открыто называли ее незаконно рожденной, а себя истинной королевой. Вы брендировали тарелки и шили английские гербы на своих простынях. Вы годами унижали эту женщину. И теперь, когда у вас подгорел хвост, вы бежите к ней просить о помощи? Серьезно, что ли? Ну, согласитесь, только не очень умный человек может рассматривать такой вариант. А теперь ответьте себе честно, какую дорогу выбрали бы вы? Франция, горы Шотландии или Елизавета? Скажу за себя, я бы, конечно, всеми силами прорывалась во Францию к родным. На худой конец выбрала бы шотландские горы, хотя с трудом представляю себя в этих революционных шпионских тропах среди тумана и скал. Думаю, Мария тоже там себя не особо видела. Но поехать к Елизавете, извините, я ж не дура. Ну, а что выбрала Мария Стюарт, вы прекрасно знаете и без меня. Полностью отключив мозг и включив панику, она выбирает третий, самый катастрофический сценарий. 16 мая 1568 года Мария Стюарт садится в обычную рыбацкую лодку и отправляется через залив прямо в Англию.
И мы теперь вслед за ней плывем по этому абсолютно безумному маршруту, прямиком в лапы к Елизавете, которая, поверьте, от умиления и сестринской любви плакать не собиралась. Капкан захлопнулся. Друзья мои, пока рыбацкая лодка с нашей Марией Стюарт мерно покачивается на волнах, отдаляясь от шотландского берега, давайте сделаем паузу и включим режим исторического психоанализа. Потому что смотреть на этот маршрут с точки зрения здравого смысла невозможно, мозг начинает плавиться. Мы с вами сейчас пытаемся рассуждать логически, но загвоздка в том, что логика и Мария Стюарт в принципе жили на разных планетах. Эта женщина включала мозг по большим праздникам, а уж когда на горизонте появлялся мужчина, серое вещество капитулировало окончательно. Но почему все-таки Англия? Давайте размотаем этот психологический клубок. Мария с пеленок была воспитана с мыслью, что она пуп земли и королева вселенной. Ей с детства внушали: тебе можно все, ты помазанница Божья. В ее инфантильной картине мира монархия – это неприкосновенная каста небожителей. Мария искренне верила, что Елизавета просто не посмеет поднять руку на другую королеву. То, что сама Мария незадолго до этого весьма недвусмысленно потрогала своего собственного мужа Дарнли, это, конечно, другое. Вы не понимаете, это личное. А тут же ведь геополитика. И ведь Елизавета сама незадолго до этого подлила масло в огонь ее иллюзий. Когда шотландские лорды заперли Марию, Елизавета отправила лордам гневную ноту, а Марии сочувственное письмо и красивое колечко в знак поддержки. Но Мария, как истинная жертва синдрома главной героини, восприняла этот чисто политический жест как признание вечной любви. Она решила: «О, Лиска за меня. Сейчас я приплыву к ней, поплачу на ее королевском плече, мы обнимемся, она даст мне английскую армию, и мы пойдем карать шотландских мужланов». На самом деле, этот побег в Англию не случайная глупость, это идеальное, закономерное финальное звено в длинной цепи ее абсолютно дебильных решений. Цепь ковалась годами. И вот цепь замкнулась. Лодка приплыла туда, куда ехать категорически не следовало. Ну что, друзья мои, добро пожаловать в Англию. Мария высадилась на английском берегу. Вид у нее был, мягко говоря, не королевский. Грязное платье, пара слуг, наши верные мальчики Дугласы. Она тут же пишет письмо Елизавете. Пафосное такое, знаете. «Дорогая сестра, я приехала. Срочно высылай за мной карету. Хочу аудиенцию в Лондоне». Елизавета, прочитав это, перекрестилась и поняла, что в Лондон Марию пускать нельзя ни в коем случае. Английские католики тут же сделают из нее знамя для какого-нибудь своего восстания. Вместо кареты Елизавета присылает вооруженный отряд под руководством сэра Фрэнсиса Ноллиса. Марию вежливо под белые рученьки берут под королевскую опеку и отвозят подальше от границы. Первое, что делают англичане, обыскивают ее скромные пожитки и отрезают от любой связи с внешним миром. Мария в шоке. Где банкет, где объятия? Ей мягко объясняют: Ваше Величество, вы под защитой, но в Лондон вам пока нельзя. Друзья мои, прежде чем мы перейдем к тому, как пошагово действовала Елизавета и как Мария в итоге оказалась заперта, я хочу обратиться к тем, кто любит вздыхать в комментариях или писать, что, мол, Елизавета была отвратительной, жестокой, гадкой женщиной, которая так безбожно поступила со своей родственницей. Друзья мои, Елизавета Тюдор была в первую очередь выдающимся прагматичным политиком, а политик на государственном посту думает не эмоциями и не сентиментальными обидами, он думает категориями национальной безопасности и просчитывает ходы на годы вперед. И действует он так, чтобы защитить свою страну, даже если эти действия не нравятся вам, мне, ну или дяде Васе на скамейке. Эх, не умеет Лиска страной править, совсем не умеет. Давайте я разложу вам на пальцах, почему Елизавета сделала то, что сделала, и перед каким кошмарным выбором она стояла. А вы сами все поймете. И в очередной раз скажите слава Богу, что мы с вами не сидим на месте Елизаветы. Но как же повезло Англии, что именно Елизавета сидела на этом месте. Представьте, к вам на границу приплывает Мария Стюарт, а вы Елизавета. И у вас есть 3 пути, один хуже другого.
Путь первый – отпустить Марию во Францию. Казалось бы, пусть плывет в свой Париж. Но Елизавета понимает, там Марию встречает ее влиятельный клан герцогов де Гиз, дает ей армию, Мария возвращается в Шотландию, сносит протестантов, забирает трон, а потом со всей этой франко-шотландской католической мощью идет войной на Англию, чтобы скинуть Елизавету. Для Елизаветы это было бы геополитическим самоубийством. Путь второй. Принять Марию в Лондоне как дорогую гостью, поселить во дворце, вместе пить чай по-сестрински. Но в Англии тогда половина населения ярые католики, которые считают Елизавету незаконно рожденной бастардкой, а Марию Стюарт – законной королевой Англии. Появление Марии в Лондоне мгновенно превратило бы ее покои в легальный штаб для заговорщиков. Елизавете просто в один прекрасный день перерезали бы горло в собственной спальне. Пригреть такую змею на груди, ну уж нет. Путь третий. Дать Марии английскую армию и вернуть ее трон силой. Это значит тянуть Англию в многолетнюю, разрушительную, разорительную войну с шотландцами, пустить по миру собственный бюджет и гробить своих солдат ради амбиций своей кузины, которую собственный народ уже и видеть не может. И что остается умной хладнокровной Елизавете? Единственный идеальный гроссмейстерский вариант – изолировать Марию. Но сделать это максимально вежливо и законно. Друзья мои, а теперь следите за этой великой шахматной партией, чтобы раз и навсегда понять разницу между тем, как играет настоящий гроссмейстер политики, и как играла наша просто Мария. Вот почему на троне всегда должен сидеть хладнокровный прагматик, а просто Мария пусть лучше остается героиней романтических книжек и слезливых сериалов. Там ей самое место. Оцените красоту игры. Просто так взять и арестовать Марию Елизавета не имела права. Мария – законная помазанная королева чужого государства. Кинешь ее в Тауэр без повода, и против Англии поднимется вся католическая Европа. Вы только вдумайтесь в этот парадокс, в эту колоссальную разницу между двумя женщинами. Дурочка Мария была свято уверена, что ей, как помазанной королеве, можно абсолютно все. Она искренне считала, что имеет право просто так взять и тупо заказать, давайте называть вещи своими именами, собственного законного мужа, устроить этот дикий топорный заговор в Эдинбурге, надеясь, что ей все сойдет с рук просто за красивые глаза. Она вообще ведь не думала о последствиях. И вот тут Елизавета начинает играть предельно вежливо, филигранно и строго по правилам. Никто не тащит Марию в кандалах в сырое подземелье. К ней приходят английские джентльмены и передают слова Елизаветы. «Машенька, дорогая сестрица, я тебя безумно люблю, ценю и всей душой сочувствую. Но вот какая проблема. Твои шотландские лорды на весь мир кричат, что ты мужеубийца. Моя девичья христианская честь не позволяет мне принять тебя во дворце в Лондоне, пока над тобой висит такое страшное обвинение. Твое доброе имя нужно срочно очистить. Давай мы устроим честное, беспристрастное, независимое разбирательство здесь, в Англии. Мы во всем разберемся, очистим твою репутацию, и тогда все у нас наладится. Я дам тебе армию и верну трон». И что делает Мария Стюарт? Будучи свято уверенной в собственной исключительности и безнаказанности, она радостно включает режим просто Марии, хлопает ресницами и говорит: «Отличный план, давайте судиться, я же прекрасная, я чистая, как майская роза, а лорды козлы». Она, подписывая соглашение на этот суд, даже не поняла, что сама добровольно засунула голову в английский капкан. Она юридически признала право Англии судить королеву Шотландии. В октябре 1568 года в городе Йорк начинается этот великий процесс. Сводный брат Марии, граф Морей, привозит туда ту самую серебряную шкатулку с письмами из дворца, интимные записки Марии к Ботвеллу, которые доказывали ее соучастие в убийстве Дарнли. И вот тут важный момент: поверила ли Елизавета этим письмам? Конечно, поверила. Это не была игра в «верю-не верю». Англичане провели самую настоящую передовую по тем временам графологическую экспертизу. Они взяли подлинные письма Марии к Елизавете и скрупулезно, буковка к буковке, сравнили почерк с розовыми соплями из ларца. И эксперты вынесли вердикт: почерк идентичен, писала Мария. Факт соучастия в преступлении был для Елизаветы очевиден. Ну вот она, гроссмейстерская дипломатия высшего пилотажа. Поучиться бы у таких. Имея на руках железные доказательства вины Марии, могла ли Елизавета объявить: «Все, Мария виновна, она преступница»?
Нет, не имела права. Судить и казнить законного монарха чужой страны в XVI веке – это абсолютное страшное табу. Если сегодня Англия осудит шотландскую королеву, завтра Франция точно так же осудит Елизавету. И тогда Елизавета выдает феноменальную формулировку, которая навсегда останется в учебниках истории как вершина юридического цинизма. Суд объявляет: вина Марии Стюарт в убийстве мужа не доказана. Но и вина шотландских лордов, которые подняли против нее восстание, тоже не доказана. Если перевести это на человеческий язык, это значит: друзья, мы тут посидели, полистали письма и решили, что мы ни черта не поняли, кто там у вас в Эдинбурге кого задушил. Поэтому, дорогие шотландские лорды, вы во всем правы. Езжайте обратно домой и спокойно правьте Шотландией дальше. А у нас к вам претензий нет. А ты, Машенька, поскольку туман над твоим честным именем так и не развеялся, ты пока посиди у нас в Англии, в замке, под охраной, пока мы окончательно во всем не разберемся. И вот это гениальное английское «пока мы не разберемся» растянулось на долгие 19 лет. Елизавета умудрилась и шотландских лордов не обидеть, и Марию на трон не вернуть, и перед всей Европой остаться чистенькой. Она ведь не упрятала кузину в тюрьму как преступницу, она просто оставила ее погостить в безопасном месте до выяснения обстоятельств. Шах и мат, Ваше Величество. Добро пожаловать в золотую клетку. Друзья мои, конечно же, спешу вас обрадовать. Я не собираюсь вам все 19 лет пересказывать сидение Марии в этой золотой клетке. В конце концов, мы Генриха Дарнли не убивали, чтобы вместе с Марией сидеть здесь 19 лет и слушать одно и то же. Мне еще жить надо и работать, и вам тоже. Давайте я вам расскажу самое важное. Итак, условия у нее были хорошие. Ее не удерживали в сыром подвале. Мария жила в уединенных, хорошо отапливаемых английских замках. Правда, Елизавета постоянно перевозила ее с места на место, чтобы Мария не успевала завести слишком близкие знакомства с местными католиками. У нее был свой двор из нескольких десятков слуг, личные повара, лучшие ткани, шелк. Ее хорошо кормили. Единственное, от чего Мария страдала физически, от английской сырости. У нее развился сильнейший ревматизм, из-за которого она к концу жизни с трудом ходила. Зачем Елизавета вообще 19 лет кормила и содержала Марию? Зачем тратила на нее кучу денег из английского бюджета? Мария Стюарт была для Елизаветы идеальным политическим заложником и пугалом для Шотландии. В Эдинбурге в это время подрастал сын Марии, малолетний король Яков VI. Рулили страной вместо него протестантские регенты, которые во всем слушались Лондон. И как только шотландцы пытались как-то взбунтоваться против Англии или проявить характер, Елизавета ласково намекала: «Ребята, ведите себя хорошо, а то у меня тут в замке сидит ваша законная королева вообще-то. Я могу ее вам случайно выпустить, дать ей денег, и она вернется к вам наводить свои порядки, влюбится еще в кого-нибудь». Шотландские лорды бледнели, крестились и тут же становились шелковыми. Мария была идеальным рычагом давления. Вот, казалось бы, тут можно задать вполне логичный вопрос. Елизавета, ну зачем же ты в итоге отрубила ей голову? Ведь хорошо сидим. Ну как зачем, друзья мои? Елизавета Тюдор не была маньячкой, которая спала и видела, как бы пролить родственную кровь. Слушайте дальше, сейчас все поймете сами. Хорошо сидеть наша Маша не умела от слова совсем. Вы же уже понимаете, что перед нами человек, которого жизнь не то что ничему не учила, она ее даже близко к учебникам не подпускала. Все эти 19 лет в санатории Мария не просто вышивала подушечки, она плела заговоры. И один заговор, знаете, был дебильнее другого. Все строго в фирменном марийском стиле. Там политического гения Елизаветы не было даже на грамм. Это был уровень сценария для мультфильмов. Что-то вроде Тома и Джерри. План Марии всегда выглядел примерно так. Прилетают марсиане, высаживаются испанцы, берут штурмом Лондон. Елизавету связывают и сажают в чулан. А Мария триумфально въезжает на белом коне на английский трон, и все вокруг счастливы, поют, танцуют. Ну, знаете, так весело, красиво, стихи читают. Наша королева строчила тонны этих дурацких писем и шифровок, умудряясь тайно прятать их в пивных бочках, которые привозили в замок.
Вот честно, как она замуж по-дебильному выходила, точно так же она пыталась и Елизавету свергнуть. Чистый бред сумасшедшего. И все это детское творчество длилось до поры до времени. Самое смешное, что Елизавета весь этот бред Марии прощала. Английская королева качала головой, вздыхала и думала: ну ладно, пусть ребенок развлекается, лишь бы не плакал. Пока однажды на горизонте не замаячил заговор, который пах уже далеко не пивом, а реальным порохом и кровью. Друзья мои, а теперь начинается самое шпионское, самый настоящий шпионский триллер. И я вам честно скажу, я не полковник КГБ, не агент СБУ и не спецагент Ми-6. И пока я во всей этой контрразведке разбиралась, у меня мозги чуть через уши не вытекли. Там такой клубок, что у любого нормального человека голова закружится. Поэтому я вам перескажу все так, как я это понимаю, а вы уж понимаете, как хотите. И начнем мы, пожалуй, с классического «жили-были», потому что иначе в этом бреду просто не разобраться, уж не обижайтесь. Итак, жили-были спецслужбы Елизаветы Тюдор, и руководил ими человек, которого звали Фрэнсис Уолсингем. По сути, это был главный чекист Англии XVI века. Марию Стюарт он люто, искренне ненавидел и годами спал и видел, как бы собрать на нее 100% компромат и отправить на плаху. Но Елизавета кузину каждый раз прощала, и тогда Уолсингем решает: раз компромат не собирается сам, мы его создадим. И вот тут, друзья мои, следите за мыслью. Как я понимаю, в нашем мире вообще ничего не ново под луной. Все эти пламенные великие революционеры из учебников истории – это же почти всегда чье-то искусственное создание. И я лично не верю ни в одного революционера, который перевернул мир сам по себе чисто своим внутренним огнем и пылкими речами. За ними всегда абсолютно кто-то стоит в тени. Так вот, за нашими шотландско-английскими революционерами стояли спецслужбы Елизаветы. Уолсингем находит в Лондоне кружок заядлых фанатичных молодых католиков во главе с богатым мальчиком Энтони Бабингтоном. И спецслужбы аккуратно через своих подставных агентов начинают эту дурацкую революционную ячейку взращивать и подкармливать. Мальчики собираются в тавернах, пьют вино и мечтают: а давайте зажжем, давайте зарежем Елизавету, поднимем восстание и посадим на трон Марию Стюарт. Все строго по марийскому сценарию. Но мало было просто создать эту ячейку придурков. Ее же нужно было полностью контролировать, чтобы бабочки за окном даже все поняли. И Уолсингем внедряет к ним своего двойного агента. Этот шпион прибегает к заговорщикам, а потом прямиком к Марии, в ее золотую клетку, и заговорщицки шепчет: «Ваше Величество, я нашел надежный способ связи. Мы будем возить вам секретные письма, запрятанные прямо в пробках пивных бочек». И наша, прошу прощения, дура, конечно же, на все это ведется, хлопает в ладоши: «Ой, как романтично, пивные бочки, давайте». Она даже не подозревала, что пивовар каждое письмо сначала вез в контору Уолсингема. Там англичане его читали, копировали, запечатывали обратно и везли дальше. То есть весь этот крутой заговор Уолсингем читал в режиме реального времени, как утреннюю газету. И вся эта мышеловка строилась ради одного единственного финала. Весь расчет шел на то, как именно среагирует Мария, когда ей передадут то самое дебильное письмо. Шпион привозит Марии в бочке послание от Бабингтона, где тот прямым текстом пишет: «У нас все готово. 6 джентльменов готовы зарезать Елизавету в ее дворце. Благословите нас на это святое дело». Друзья мои, если бы у Марии было хоть чуточку больше ума, а его у нее в принципе никогда не было, именно поэтому на все эти фальшивые спецслужбистские революции всегда ведутся вот именно такие Марии, ей достаточно было бы просто ответить одну короткую фразу: «Ребята, вы с ума сошли, не надо никого убивать». Все. И она бы осталась жива, пила бы дальше вино и вышивала подушечки. Но нет, наша просто Мария осталась верна себе. Тут включился режим какого-то злобного, но фантастически глупого мультяшного героя. Знаете, как Патрик из «Губки Боба», если бы он вдруг решил стать суперзлодеем. Абсолютно, не включая мозг, Мария Стюарт берет перо и строчит ответ:
Отличный план. Пусть эти 6 джентльменов поскорее приступают к своей работе. И отправляет письмо обратно в пивной бочке, честь по чести. Уолсингем ловит это письмо, вскрывает, видит ее подпись с благословением на убийство королевы Англии и кричит «Бинго!». Он несет бумагу Елизавете. Все, ловушка захлопнулась. А что же ячейка пламенных революционеров? Друзья мои, как вы понимаете, это великое мультяшное геройство закончилось. Под белые рученьки их тут же принимает английский ОМОН. И без лишних сантиментов их приговорили к смертной казни. Все, до свидания, революционеры. До свидания, великие вожди. Посидели, попили пивка, называется. На этом их вклад в историю Шотландии и Англии официально завершился. А теперь переходим к нашей Маше. В один прекрасный день двери ее комнат с грохотом распахиваются. На пороге появляется не пивовар с очередной бочкой, а официальная королевская комиссия из Лондона с толпой вооруженных гвардейцев. Марии вежливо, но твердо говорят: «Ваше Величество, да вышивались. Пройдемте». Ее тут же депортируют в другой замок, Фотерингей. Это была уж далеко не курортная золотая клетка, а суровая мрачная крепость на болотах. В общем, финальная инстанция. Пока испуганную Марию везут под конвоем, в ее старых покоях англичане устраивают тотальный шмон. Они вскрывают все ее тайники, комоды, шкатулки, забирают шифровальные таблицы, черновики и, самое главное, полностью лишают ее личных денег. Все финансирование мультяшных заговоров официально прекращено. В октябре 1586 года в замке начинается суд. Елизавета присылает туда 40 самых статусных английских лордов, графов и судей. И вот тут наша Маша снова пытается включить режим неприкосновенной королевы. Она заявляет: «Вы не имеете права меня судить, я помазанница Божья, я королева чужого государства, Шотландии, и я подчиняюсь только Богу. Английские законы надо мной не властны». Логика в ее словах была. В XVI веке это был сильный юридический аргумент, но английские судьи лишь снисходительно улыбнулись, достали из папочки то самое расшифрованное письмо из пивной бочки и положили перед ней на стол. «Ваше Величество, вы можете подчиняться хоть Богу, хоть марсианам, но вот ваша личная подпись под приказом зарезать нашу королеву Елизавету. Вы находитесь на территории Англии, и за попытку убийства английского монарха у нас полагается только одно – плаха. Знакомьтесь, это улика». Мария начинает юлить, кричать, что письма поддельные, что ее подставили, что во всем виноваты ее секретари, и, может быть, даже точно, что инопланетяне. Но 40 лордов единогласно выносят вердикт: виновна в государственной измене и заговоре с целью убийства королевы. Приговор – смертная казнь. Друзья мои, вот теперь мы подходим к тому самому роковому моменту, за который историки и романтики веками осуждают Елизавету Тюдор. К моменту казни. Но те из вас, кто хорошо знает историю, помнят, Елизавета далеко не сразу подписала этот смертный приговор своей кузине. Сколько месяцев метаний, сколько тяжелых дум и сколько пролитых слез стоил ей этот один-единственный росчерк пера. Только давайте сразу оговоримся, чтобы у нас тут не возникло лишних розовых соплей и ненужных сантиментов. Елизавета плакала и билась в истериках вовсе не от большой любви к Марии Стюарт и не от внезапно проснувшейся родственной нежности. Нет. Елизавета, будучи гениальным политиком, просто хорошо понимала, что именно означает казнить королеву. Прежде чем осуждать Елизавету из 21 века, давайте сразу проясним. Мы с вами, разумеется, против любых убийств и казней. Но мы сейчас разбираем 16 век, а потому давайте рассуждать безжалостными мерками этого времени. Могла ли Елизавета оставить Марию живой? Чисто технически да, могла. Посадить в подвал поглубже, отобрать чернила, заколотить окна. Но на практике это было уже невозможно. У Елизаветы просто не осталось выбора. Давайте разложим эту ситуацию по полочкам и посмотрим на нее философски. Мария Стюарт своей 19-летней дебильной активностью превратила себя в ходячую ядерную бомбу внутри Англии. Она не собиралась останавливаться, и даже если бы Елизавета в очередной раз проявила христианское милосердие и порвала этот приговор, Марию бы все равно убрали. В Лондоне слишком хорошо понимали, пока эта женщина дышит, вокруг нее как мухи на мед будут слетаться фанатики, испанские шпионы и наемные убийцы. Либо голова Марии окажется на плахе, либо нож очередного Бабингтона окажется в горле Елизаветы.
Вопрос стоял жестко, чья-то жизнь должна была закончиться. И Елизавета Тюдор выбирает спасение собственной головы и покой своего государства. 1 февраля 1587 года она подписывает этот исторический документ. Для Елизаветы это был кошмар, еще и потому, что подписать такой приговор означало подписать его самой себе. Не в буквальном смысле, конечно, в сакральном. В те времена верили, что власть монарха от Бога, и если сегодня ты опускаешь топор на шею шотландской королевы, ты показываешь всему миру, что короли – это не святые полубоги, это обычные люди из плоти и крови, которым за глупость и преступления точно так же можно отрубить голову. Елизавета своими руками разрушила миф о неприкосновенности короны, миф, на котором держался ее собственный трон. И это было чертовски страшно. Друзья мои, а теперь, прежде чем мы окончательно опустим топор над головой шотландской королевы, давайте мы расскажем вам еще одну историю в стиле «Жили-были». Жил-был в Лондоне палач, а звали его Бул. Здравствуйте. Я человек простой. Обычный, среднестатистический лондонский палач XVI века. Мужчина просто делал свою работу. Каждый день он честно ходил на службу, как на завод, профессионально рубил головы карманникам, бунтарям и изменникам. А по вечерам возвращался домой, ужинал с семьей, пил эль и спал крепким сном праведника. Обычная, в общем, нормальная человеческая жизнь, как у всех палачей того времени. И, казалось бы, работал бы наш Бул себе дальше, вышел бы на палаченскую пенсию и в жизни бы не вошел в аналы мировой истории. Остался бы безликой строчкой в городских архивах. Мало ли в Англии Булов с топорами. Если бы Елизавета Тюдор так мучительно долго не думала над этим приговором, если бы она месяцами не взвешивала все за и против, не рыдала по ночам в подушку и не затягивала время до последнего. Из-за этой монаршей паники и секретности все пошло наперекосяк. Когда приговор 1 февраля наконец-то был подписан, везти в глухой замок элитного дипломированного мастера из Франции с дорогущим двуручным мечом, как это было когда-то с Анной Болейн, времени уже просто не оставалось. Действовать нужно было срочно. И вот тогда-то нашему Булу и выпал этот несчастливый билет. В один далеко не самый прекрасный день к нему постучали из тайной канцелярии и сказали: «Собирайтесь, едешь с нами в командировку на болото». Именно в тот день он и вошел в историю. Я уверена, друзья мои, что 8 февраля 1587 года стал самым страшным, самым кошмарным днем в его тихой ремесленной жизни. Да, он рубил головы. Да, для него это было рутиной. Но одно дело рубить головы обычным людям, а совсем другое – занести топор над помазанницей Божьей, над живой королевой, в священный статус которой тогда верили абсолютно все. У Була банально подкосились ноги. А теперь просто представьте себе эту картину. Зал замка, обтянутый черным сукном, мертвенная тишина, 40 застывших лордов. И в углу сдерживает слезы верный Вилли Дуглас. На эшафот поднималась уже не та блистательная юная красавица, которая когда-то кружила голову французским принцам и шотландским лордам. Марии Стюарт было 44 года. Но 19 лет бесконечных заговоров, крушения иллюзий и тяжелый ревматизм превратили ее в глубоко уставшую, сильно сдавшую и постаревшую женщину. К этому дню она выглядела плохо, но в ее жилах все еще текла королевская кровь. И уходить она собиралась, как истинная королева. Мария продумала свой последний бенефис до мелочей. Она вышла в строгом, мрачном, темно-коричневом платье с длинным шлейфом, держа в руках распятие. Но когда палач Бул и его помощник, согласно протоколу, начали помогать ей снимать верхнюю одежду, зал ахнул. Под черным сукном оказалось скрыто ярко-алое нижнее платье. В католической традиции алый – это цвет крови, цвет мучеников за веру. Мария Стюарт стояла посреди мрачного зала, пылая этим огненным нарядом, транслируя всему миру: «Вы казните не преступницу, вы убиваете святую мученицу». Она громко на латыни помолилась за папу римского, за Шотландию и, проявив невероятное величие духа, вслух простила своих палачей. И вот Мария Стюарт опускается на колени, послушно кладет голову на деревянную плаху. Друзья мои, а теперь я предупреждаю вас, кто хочет слушать дальше, приготовьтесь. Но если вы не любите слишком тяжелые, трагические и печальные сцены,
А там будет очень больно и грустно, поверьте мне на слово. Лучше выключить это видео прямо сейчас. Ну а те, кто готов идти до конца, слушайте. Мария вытянула руки вперед, положила голову и замерла, в последний раз прошептав: «В Твои руки, Господи, передаю дух мой». И вот в этот момент палач Бул заносит над ней свой тяжелый топор, друзья мои. Бул начинает дико, просто панически нервничать. Поймите, он никогда в жизни не рубил голову королеве. Для нас с вами это просто исторический персонаж, а для него, человека 16 века, это помазанница Божья, живое божество. Его сковал первобытный мистический ужас перед святотатством, которое он сейчас должен совершить. У Була попросту ходуном ходят руки. Он делает страшный замах и промахивается. От дикого тремора Бул бьет обухом топора прямо по затылку Марии. Королева не вскликнула, она лишь глухо, страшно застонала, но даже не двинулась с места. Гордость держала ее шею на плахе. Палач в панике заносит топор во второй раз и бьет уже лезвием, но опять мимо. Удар приходится неровно. Лезвие перерубывает шею лишь наполовину. Кровь хлынула, в зале послышались крики лордов, началась суматоха. Какую страшную боль, какую агонию и шок испытывала в эти секунды несчастная женщина, я даже не хочу пытаться представлять. Это был чистый ад на земле. И только с третьего удара палач, буквально перепиливая сухожилия топором, смог наконец отделить голову от тела. Но то, что случилось после этого, друзья мои, по законам того времени палач обязан поднять отрубленную голову над толпой за волосы и прокричать: «Боже, храни королеву Елизавету». Бул наклоняется, хватает Марию за каштановые локоны, поднимает ее кверху, и в зале раздается коллективный крик ужаса. Голова покойной королевы выскальзывает из его рук и с глухим стуком катится по окровавленному эшафоту. В руках у онемевшего от страха Була остался лишь пустой, искусно сделанный каштановый парик. Оказалось, что за долгие годы тюрьмы и болезни Мария Стюарт полностью облысела. На эшафоте лежала седая, как лунь, голова старухи, у которой, как зафиксировали очевидцы, еще несколько минут в страшных судорогах дергались губы и глаза. Это было по-настоящему жуткое, кошмарное зрелище. Но самое грустное, самое душераздирающее ждало всех впереди. Когда палачи и слуги подошли к обезглавленному телу, чтобы перенести его и начать замывать кровь, юбки алого платья вдруг зашевелились. Под пышными королевскими подолами все это время, затаив дыхание, пряталась ее маленькая любимая собачка-балонка. Она сидела там тихо-тихо, чувствуя, как умирает ее хозяйка, и принимала на себя капли ее крови. Собачка, слава тебе, Господи, была жива и невредима, но она наотрез отказалась уходить от тела Марии. Она скулила, жалась к мертвым рукам королевы и вся испачкалась в крови. Ее пришлось оттаскивать от хозяйки силами рыдающих слуг. Вот так, под топорные удары дрожащего палача, с покатившимся париком и преданной собачкой под юбкой, трагически, страшно и кроваво завершилась пронзительная и леденящая душу сказка Марии Стюарт. Цепь сомкнулась. Больше королевы Шотландии не было. Ну что, друзья мои, а теперь давайте красиво зафиналим эту грандиозную, кровавую и безумно поучительную историю. Что же было дальше, после того, как топор палача Була поставил жирную точку в жизни Марии Стюарт? Похоронили ли ее сразу по-человечески? Нет. Труп Марии забальзамировали, заколотили в свинцовый гроб и оставили стоять почти на полгода. Елизавета панически боялась шотландских митингов и католических восстаний и никак не могла решить, куда девать этот опасный груз. Только через 6 месяцев Марию тайно под покровом ночи зарыли в соборе города Петерборо. Но тут на сцену выходит главный персонаж финального акта, родной сын Марии, шотландский король Яков VI. Вы часто слышите фразу, что сын ее предал. И знаете что? Это абсолютная правда. Давайте снимем розовые очки и назовем вещи своими именами. Когда над его родной матерью шел суд, когда ее вели на плаху, Яков не сделал ничего. Он прислал Елизавете пару кислых писем для галочки, а после казни умыл руки и продолжил ласково улыбаться Лондону. Вы спросите, ну как так-то, родная кровь? Как можно быть таким чудовищем? А все очень просто, друзья мои. Во-первых, Яков свою мать вообще не знал. Ее свергли, когда ему был годик. Для него она была абсолютно чужой теткой с картинки, про которую воспитатели утвердили, что она взорвала его папу Дарнли. А во-вторых, и это главное,
На кону стоял главный приз эпохи. Елизавета Тюдор была старой и бездетной, а Яков был ее прямым наследником. И Елизавета прямым текстом транслировала в Эдинбург: «Будешь сидеть тихо и не вякать из-за мамы, унаследуешь Англию. Будешь бунтовать, вычеркну из завещания». И Яков выбрал Англию. Ирония судьбы и финал этой шахматной партии доведен до абсолютного гротеска. В 1603 году Елизавета умирает, и наш Яков триумфально въезжает в Лондон, становясь королем Яковом I, правителем Объединенной Великобритании. И вот, став хозяином Англии, он решает, что пора вернуть маме должок. Он приказывает выкопать останки Марии Стюарт из ее скромной могилы и с королевскими почестями перенести ее, куда бы вы думали, в Вестминстерское аббатство, в главный собор Англии. Сегодня, друзья мои, если вы приедете в Лондон и зайдете в Вестминстер, вы увидите уникальную картину. В одном роскошном зале, буквально в нескольких метрах друг от друга, стоят два великолепных белых мраморных надгробия. Под одним лежит умная, хладнокровная гроссмейстер политики Елизавета Тюдор, а под вторым глупая, но чертовски красивая и романтичная просто Мария Стюарт. При жизни они ненавидели друг друга, вели холодную войну и ни разу не виделись лично. А в вечности они лежат под одной крышей, разделяя общую историческую славу. Сын Марии все-таки помирил их. Правда, уже после того, как у одной из них не было головы. Вот и все, друзья мои. Политический прагматизм победил романтику со счетом 1-0. Думайте головой, просчитывайте последствия и не играйте в шпионов, если у вас лапки.